Друзья, всем привет! С вами снова я, Яна. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие в Тоскану с ее мягкими, покатыми холмами и зелеными кипарисами. Но поскольку, как вы помните, наши с вами путешествия винные, надолго на пейзажах мы с вами задерживаться не будем, а перенесемся сразу в одну из самых красивейших долин Тосканы, Вальдорчу, которая, кстати, в 2004 году была занесена в список наследия ЮНЕСКО. И эта долина бесконечно красивая. Ее надо посетить хотя бы один раз в жизни, потому что таких ярких красок, таких пейзажей действительно сложно найти. Но сегодня мы с вами ее исследуем с винной точки зрения. Мы исследуем ее винную сторону, которую, как мне кажется, очень мало кто знает. Я очень люблю вина Вальдорчи и давно дружу уже со многими ее виноделами. Они особенные. Они, как бы это сказать, они настоящие. В основном это все потомственные фермеры, земледелы, виноделы. И в дружбе они отдают тебе свое сердце. Их дружба очень искренняя. Вот я хотела бы рассказать о винах Вальдорчи на примере моего давнишнего друга Марко Капитони. И нас с Марко связывает многолетняя дружба, если честно. Когда много лет назад я стала отбирать винодельни для моего винного проекта, для моих винных туров, винодельня Марко Капитони, его винный погреб был первый, который я посетила. Поэтому Марку я уже давно и с удовольствием знаю уже много лет. Это удивительный человек, особенный человек. И лично для меня он олицетворяет фигуру потомственного винодела Вальдорчи. Кстати, Марко родился в очень большой семье. Их было 13 человек. И сельская Тоскана до недавнего времени она была устроена именно так. Семьи были очень большие, всей семьей работали на семейной ферме, разводили домашний скот, делали вино, оливковое масло, выращивали злаки. И даже сейчас на винодельне работает только семья Капитони. Сын Марко, Анджело, он занимается винными турами, винными дегустациями на винодельне и, естественно, помогает отцу на виноградниках. Жена Антонелла, она занимается коммерческой частью и бухгалтерией винодельни. Даже папа Марко, которому почти по 90 лет, даже он до сих пор работает на виноградниках. Это удивительно просто. В общем, винодельня Марко, она винодельня маленькая, очень семейная, очень традиционная, очень уютная. Хотя Марко и принял решение сфокусироваться только на винной части, делать только вино, и трансформировал бывший хлев своей семьи в очень небольшой, очень уютный подземный винный погреб. Кстати, несколько слов об апелласьоне, винном апелласьоне Вальдорча. Это апелласьон, у которого, кстати, наверное, самое поэтичное, самое романтическое название во всей Италии. Этот винный апелласьон называется «Il vino più bello del mondo», который переводится как «самое красивое в мире вино». И это достаточно молодой апелласьон, он создан был в 2000 году. Территория у него достаточно большая, она расположена аж на 13 округах, на 13 муниципалитетах, но насчитывает она всего-навсего 37 виноделин. И расположена она непосредственно между двумя очень-очень известными, именитыми
винными апелласьонами Тосканы. Брунелло ди Монтальчино и Вино Нобеле ди Монтепульчано. И это как помогает, так и усложняет дело для всего апелласьона Орча. Почему? Потому что близость с двумя такими известными винными соседями говорит о схожести терруара. Но, с другой стороны, зачастую апелласьон Вальдорче не воспринимают всерьез. И, на мой взгляд, очень зря, потому что вина у них замечательные, отличные. И вина Вальдорче, они символизируют, они соединяют в себе черты обоих этих известных апелласьонов Тосканы. Они объединяют в себе элегантность Брунелло и легкость и фруктовость Вино Нобеля. Если вам интересно, что это за вино, это вино Марко Капитони, очень особенное вино, которое я очень-очень люблю. Так вот, если вам интересно, смотрите следующий ролик, который будет уже очень скоро. Чин-чин!